Всем привет и добро пожаловать на канал Easy Music о музыке, вокале, сонграйтинге и многом другом. Меня зовут Манакова Дарья, и сегодня мы будем делать реакцию, точнее я буду реагировать на исполнение замечательной девушки из России. Ее зовут Диана Анкудинова. Я уже слышала, если честно, голос Дианы и долго думала, на какое выступление мне сделать реакцию. Причем, заметьте, я не хочу делать просто реакцию ради реакции. Так как я вокальный тренер, я думаю, что, возможно, вам будет интересно, если я сделаю небольшой анализ ее вокальных техник, что она делает. И, конечно же, те выступления, которые я выбрала, это выступления, которые я посмотрю впервые. Думаю, что я сделаю реакцию на два номера. Первый номер будет Human, он относительно недавний. Потом просто мы посмотрим более давние какие-то номера. Human — это песня Rag and Bone Man. Ну что, давайте смотреть. Интересно, какая-то такая фолк-версия. Очень интересно слушается, если честно, я даже не ожидала. Во-первых, тональность, конечно, повыше, чем у оригинала. Здесь чуть-чуть повыше, но диапазон все равно очень низкий. У Дианы достаточно низкий голос. Конечно, слушается очень глубоко. Она немножко низит ноты на низкую гортань. Даже есть немножко вот назальности небольшой. То есть maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Вот что-то типа того получается. Если честно, я не знаю, насколько она специально делает эту фишечку, но слушается это определенно очень креативно и интересно. Конечно, я уверена, что голос может приобретать абсолютно разные краски, и я уверена, что она может петь в более светлом звуке. Например, у меня есть опасение небольшое, что если она пойдет вверх на таком звуке, вот на таком, то ей будет тяжеловато вывести более мощные верха, потому что чисто анатомически там должна, это как раз свойство гортань должна подниматься. И мне интересно, что будет дальше. Ага, класс. Смотрите, по технике очень много брейков, да, такие даже на йодливый мотив. Она вначале сделала на фальцет. Take a look in the mirror. Вот, и причем завалены take a look in the mirror. Она сохраняет прямо хорошие брейки, то есть это прямо очень хорошо слушается, и с фольклорной точки зрения это прямо очень уместно. И еще интересные фишки были. Гроулинг. Как Кристина Агилера делает, вокальный рык небольшой. То есть это по технике примерно звучит так. Надгортанник немножко опускается, и хрящи начинают вибрировать. Собственно, это и дает вот этот вот призвук. Давайте дальше. Вот так очень сложно определить, кто это поет, девушка либо молодой человек. То есть голос настолько необычный. На самом деле это очень круто, потому что не каждый вокалист может похвастаться каким-то самобытным тембром. И это огромнейший плюс. Вот слушаю, и хочется каких-то еще интересных фишек и звуков, потому что сейчас все звучит немножко вот так вот.
Посмотрим, что будет дальше, насколько как бы она воспользуется моментом. I make mistakes. Возможно, ей бы было бы удобнее взять ее немножечко не через эк, а ache. Ну, нагрузка на связки была бы не такая сильная. Ну, она легче бы ее взяла. I make mistakes, make. Не на make. Тяжеловато ее брать. Roll, roll it takes. Фолк пошел. Знаете, когда густой голос и когда существуют вот эти вот брейки с более плотного смыкания на более тонкий смык, то когда мы переходим на это тонкое смыкание, будет казаться, что прямо скачок очень резкий, и это по-фольклорному прямо слушается здорово. Здесь как раз затемнение звука прямо к месту, потому что это немножко красиво получается достаточно. Вот это было очень круто. Она начала с такого фальцетного звука, причем светлого звука. Пришло опять вот в эту позицию. Очень круто. Игорь круто недоумевает. Офигеть, видели, какой у него взгляд. Офигеть. На самом деле девочка очень красивая, очень... У нее типаж такой какой-то вообще, я не знаю, даже космический. Все прямо в стилистике очень хорошо выдержано. Мне очень понравился этот кавер. Он был не R&B, он был именно фолк. То есть здесь даже набор инструментов такой народный идет. Причем даже не русский народный, а на самом деле она делает много интересных вещей. Я, наверное, еще хочу послушать какие-то песни, чтобы, возможно, составить какое-то полное мнение. Потому что вот я слышала некоторые записи. Хочется, конечно, немножко разнообразия с ее стороны. Кажется, то, что она немножко лимитирована вот в этом голосе, который у нее есть в плане вот этих низов. Хочется, возможно, услышать у нее более каких-то резких моментов. Но опять же, если она сохраняет свою какую-то фишку в этом нет ничего плохого. Чисто физиологически мы понимаем, что некоторые моменты, которые она делает, могут ее ограничивать по диапазону. Мы, например, сравниваем, вот есть звук, мы его не сможем очень далеко потянуть, поэтому как бы ей нужно его немного, нужно чуть переводить на более светлую позицию, конечно же, да, потому что сейчас гортань немного понижена. Но в целом, да, как я сказала, номер очень круто оформлен, очень атмосферно, очень погружает в транс, конечно. Мне кажется, по моей реакции было понятно, что я прямо такая сижу, такая, класс. Я думаю, что в скором времени я выпущу еще одну реакцию, тоже такую же детальную. Опять же, это мое личное мнение, естественно, как педагога по вокалу. И, кстати, да, конечно же, стоит отметить, что такой голос это для мировых сцен. Тут в России, конечно, с таким голосом делать нечего, потому что Российская Федерация не даст Диане развиться в полной мере и сделать супер крутую карьеру, а с ее голосом она, в принципе, может сделать эту супер крутую карьеру и выступать на больших зарубежных сценах. Она уникальная и особенная, а это очень важно для артиста — быть уникальным, особенным, со своей чертой, потому что, ну, вы знаете, да, поют очень многие, поют
классно многие, а вот люди с узнаваемым тембром — это уже редкость. Увидимся в следующих выпусках. Обязательно подписывайтесь, если вам были интересны мои реакции, интересны мои анализы. Ставьте лайк, пишите ваши мысли. Надеюсь, вы подключитесь и к следующей реакции. Я постараюсь их выпустить очень близко друг к другу. Ну что, дорогие друзья, увидимся. До свидания.